Здравствуйте, друзья! Многие садоводы интересуются, из каких растений можно создать красивую, живую изгородь и при этом сэкономить свои денежные расходы. Если перед вами стоит задача, как оградить загородный участок, самым надежным способом будет установка основательного забора. Но стоит понимать, что такое затратное предприятие потребует от вас вложения немалой суммы денег. К тому же есть места, где подобные сплошные ограждения порой неуместны, так как они портят весь внешний вид и не вписываются в окружающий ландшафт. И как тут быть, если нужна хоть какая-то защита от бездомных животных и прочих непрошенных гостей? Хорошим решением для создания непролазной изгороди может стать плотная посадка некоторых декоративных растений, например, высокорослых сортов барбариса. Эти красивые кустарники, в зависимости от сорта, наращивают раскидистую крону от 1 и более 2 метров в высоту. Ветки барбариса имеют острые колючки, поэтому через такие опасные заросли уже мало кому захочется пробираться, особенно если кусты высадить на небольшом расстоянии и формировать их крону уже с раннего возраста. Частая стрижка растений стимулирует рост молодых боковых веток, что со временем делает кусты с более плотной и густой кроной. Из плюсов подобная живая изгородь, в отличие от типичного ограждения, будет всегда выглядеть привлекательно и естественно в сочетании с окружающей природой. Особенно красивы кусты барбариса в период цветения. В мае крона растений сплошь покрывается симпатичными желтыми соцветиями, которые привлекают на участок полезных насекомых-опылителей. В остальной теплый период барбарисы радуют своей яркой листвой. Но ближе к осени и в зимнее время их ветви украшают яркие гирлянды из красных ягод. Чтобы создать такой красивый забор из кустарников, тем более для ограждения большой территории, потребуется немало растений. Конечно, покупать в садовом магазине или питомнике такое количество саженцев – это очень накладно. Я предлагаю поступить проще. Например, несколько лет назад я приобрела всего 1 куст высокорослого барбариса, который размножила черенкованием. На удивление, многие виды этого декоративного кустарника отлично укореняются, особенно летним черенкованием. Если у вас своих барбарисов пока еще нет, вы можете попросить нарезать веточки у своих знакомых или соседей. В крайнем случае, материал для черенкования можно настричь в том же городском парке. Кусты от этого не пострадают, даже наоборот. Ведь барбарисы также требуют периодической стрижки для лучшего кущения, развития и формирования своей кроны. Из нарезанных веточек я использую только нижнюю и среднюю части. Самые верхние и тонкие не беру, так как, скорее всего, они не укоренятся. Более толстые и старые побеги для разношения тоже не подходят. Нарезаю черенки по 8-12 см длиной. Удаляю все нижние листья и шипы. Заготовленные веточки замачиваю на целый день в светло-коричневом растворе гумата калия. Для стимуляции корнеобразования хорошо использовать препарат корневин или раствор янтарной кислоты. Для черенков необходимо выделить притененное место в саду, чтобы на черенки не попадали прямые лучи солнца. Грунт надо подготовить заранее. Он должен быть рыхлым и в меру влажным. В состав хорошо добавить большое количество речного песка. Для укоренения черенков им потребуется оптимальная влажность. Чтобы вам не пришлось их постоянно поливать, используйте самодельные мини-теплички. Я использую прозрачные пластиковые емкости. Дополнительно посадку можно прикрыть белым агроволокном. При поливе череночника теплички не открываю, полив провожу поверхностно. К следующему сезону у вас уже будет много укоренившихся молодых кустиков, которые вы сможете отсадить в так называемую школку для последующего доращивания. А примерно еще через год смело пересаживайте саженцы на постоянное место. Конечно, быстрым этот метод не назовешь. Зато он весьма увлекательный и практически бесплатный. Таким образом можно вырастить столько кустов, сколько вам потребуется. И не только оградить ими свой участок, но и украсить территорию сада. А если вы большой любитель цветов, советую создать красивую живую изгородь из быстрорастущего шиповника или разных сортов неприхотливой розы морщинистой, например, из розы ругозы, сорта Ханса, или очень выносливой и зимостойкой розы, не требующей укрытия на зиму,
под названием царица севера. Кусты этих растений имеют хорошо облиственную раскидистую крону, более 1 метра. Они красиво и долго цветут, радуя своим видом и приятным ароматом. А самое главное, что эти кустарники очень неприхотливые, не требуют сложного ухода и укрытия на зиму. Выносливый сорт розы царица севера выживает в самых суровых условиях. Ее можно выращивать даже во 2-й климатической зоне. Цветы розово-пурпурные, около 7 см диаметром, с нежным ароматом. Распускаются с начала лета и до поздней осени. Процесс черенкования роз от барбарисов ничем не отличается. Единственное, что череночник с осени можно дополнительно утеплить слоем опавшей листвы. Я буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами быстрорастущих декоративных кустарников для создания красивой живой изгороди. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале.